Как научить искусственный интеллект понимать время? Казалось бы, что тут сложного? Но на самом деле это одна из самых трудных задачек для современных нейросетей. Ну, вот смотрите. Взять хлеб, положить на него сыр, потом ветчину и съесть. Элементарная последовательность, которую поймет любой. А что, если я вам скажу, что для самых мощных, самых продвинутых нейросетей выстроить эти события в правильном порядке — это невероятно трудная головоломка? Ответ на этот вопрос нашелся в свежей научной работе 2024 года, которая называется «Нарративный ход мысли». Авторы Синьлян Фридерихчан, Ник Бошем и Лу Ванг. Давайте разбираться, что же они придумали. Так вот, проблема эта называется временная слепота. И да, ею страдают даже топовые нейросети. Если говорить по-научному, это рассуждение о времени, то есть базовая способность понимать, что идет сначала, а что потом. Без этого ведь никакие причинно-следственные связи просто не работают. Чтобы проверить, как ИИ с этим справляется, ученые дают ему задачку — построить временной граф. По сути, это просто схема, которая показывает, что зачем следует. Модели дают кучу перемешанных фактов и говорят «разберись». А чтобы все было честно и объективно, задание часто формулируют в виде кода на Python. Для таких вот сложных задач уже был один популярный метод. Но вот сюрприз, именно в этом случае он совершенно не сработал. Давайте посмотрим, почему. Вот смотрите, два подхода. Слева обычный промпт, по сути, прямой приказ. А справа более продвинутый метод — цепочка мыслей. Здесь мы просим модель не просто дать ответ, а сначала порассуждать, как бы подумать вслух. В теории это должно было дать куда лучший результат. Но что показало исследование? Для временных задач цепочка мыслей оказалась бесполезна. Как видно на схеме, все эти пошаговые размышления только сбивали модель с толку. Правильную последовательность она так и не смогла построить. Итак, мы поняли, заставлять ей думать по шагам не работает. Но что, если попросить его сделать что-то, более человечное? И вот тут авторы статьи предлагают гениально простое решение. Новую технику они назвали «нарративный ход мысли», сокращенно NAT. Идея на самом деле очень простая. А что, если перед тем, как строить сложную логическую схему нейросеть, сначала просто расскажет сама себе историю, которая свяжет все эти разрозненные события воедино? Хорошо, звучит интересно, но как это выглядит на практике? Процесс разбили на 3 этапа. Сначала все события упаковываются в код, в структуру класса Python. Затем модели дают задание. Напиши связанный рассказ, который объединит все эти события. И только после этого, опираясь на собственную же историю, она строит финальную хронологию. Вот он, ключевой трюк. В код добавляется одна единственная, но критически важная функция — getNarrative. Это буквально заставляет модель сначала стать рассказчиком. Она сама для себя создает контекст и только потом приступает к решению. А вот реальный пример такого рассказа от нейросети для бизнес-сценария. Слышите? Она не просто перечисляет факты, она выстраивает логичную историю. Сначала был план, потом предложение, потом соглашение, потом одобрение и только в конце слияние. Это и есть та самая внутренняя логика, которой не хватало. Ну и главный вопрос. Сработало? Давайте посмотрим на цифры. Они просто поражают. Этот график — лучшее доказательство. Смотрите сами. Левый столбец — обычный метод, точность всего 28. Посередине цепочка мыслей, чуть-чуть лучше, 37. А теперь посмотрите направо, на нарративный ход мысли — 61,5. Это же просто колоссальный скачок качества, причем на одной и той же модели. Если посчитать в среднем, то нарративный ход мысли повышает точность аж на 71% по сравнению со стандартным подходом. Это не просто улучшение, это настоящий прорыв. И вот почему это так важно. Этот метод позволяет даже не самым большим, открытым моделям решать задачу понимания времени на уровне гигантов вроде GPT-3.5, а иногда даже лучше. А это значит, что мощные технологии становятся доступнее. Так что главный вывод из всей этой истории простой и даже немного поэтичный. Чтобы научить искусственный интеллект понимать время, нужно сначала научить его быть хорошим рассказчиком.